То же самое, что популярный 502, но мощнее и на 30% дороже. Стоит ли 702 переплаты, мы сегодня и узнаем. Такую фразу стоило бы подвесить, но я вам сразу отвечу. Во-первых, такой переплаты точно не стоит, а во-вторых, я и ТРК 502 не посоветую. За похожие деньги есть другие новые мотоциклы, которые, на мой взгляд, лучше. Давайте обсудим, что же с Бинелли не так. У европейцев и японцев, за редким исключением, во главе один папа-мотор, вокруг которого миллион байков в разных классах. У китайцев часто наоборот. Это само по себе неплохо и нехорошо, в автопроме все так делают, но в случае с Бинелли происходит интересный эффект. На бумаге ТРК 702 ощутимо мощнее младшего брата, однако реальные ощущения почти не отличаются. У Бинелли подвеска, тормоза, коробка и ручка газа работают как будто не напрямую, а через резину. В старом обзоре я говорил, что на ТРК едешь как будто под водой. Это описание точнее, чем кажется. Пробовал довольно много разных адвенчеров Бинелли и QJ Motor. Они все воспринимаются мотоциклами 40-летней давности, архаичные, грубые и непослушные монстры. Это удачно подчеркивается и внешностью. Мотоцикл отличается от большинства современников брутальностью, свойственной предыдущим большим гусям. В этом смысле молодцы. И звук приятный, басовитый. Однако, если ТРК такой брутальный в темно-зеленом милитаре, кто решил напихать вычурных салатовых элементов? Это отличная идея. Он мог выглядеть так, например. Отвлечемся на первую полезную рекламу на этом канале. А не было раньше рекламы, потому что я согласен рекламировать только то, чем сам пользовался, что рекомендую, что мне самому нравится. С торговым центром Формула X у меня масса приятных воспоминаний со времен, когда жил в Москве, я там много всего покупал. Например, тот шлем, в котором я снимаю обзор Бинелли, был куплен именно в Формуле X. Огромный торговый центр с большим выбором мототоваров, мои любимые магазины с экипировкой и запчастями есть в Формуле X. Конечно же, там есть салоны с новыми и БУ мотоциклами, мотосервисы, всего более 70 мотокомпаний. У ребят есть канал, где активно выходят обзоры с новинками мотоиндустрии и мотопутешествиями, причем большинство обзоров в классе тур-эндуро и снимают круглогодично в Испании. Все ссылки оставил в описании, давайте вернемся к нашим баранам. При динамике ТРК 502 хватает и тормозов, и подвески, оно все заторможено, что даже как-то гармонично воспринимается для малокубатурника. А вот на ТРК 702 те же тормоза и подвеска не дают возможности раскрыть повышенную динамику, не хватает четкости. Да, можно сделать замеры разгона по прямой с очевидным результатом, но не будет чувства, что на какую-то новую ступеньку перешел и сменил класс. Может быть только при езде с пассажиром. На следующий день я на Тигре 850 ездил, и у покупателей ТРК 702 наверняка ожидание, что это мотоциклы одного класса. Мощность Тигра всего на 12% больше и так далее. Но по факту Тигр воспринимается принципиально на другом уровне, потому как он едет в горах, в городе и так далее. Потому что у Тигра компоненты достойные литрового байка, а у ТРК оснащение тянет вниз, потому что все компоненты друг за другом плохо согласованы. В итоге ТРК 702 едет ровно в том же темпе, что и 502. Даже если в эту платформу засунуть литровый мотор, все равно мотоцикл по-взрослому не поедет. И если уровень комфорта и эргономика у ТРК 502 воспринимаются отличными, для высокого роста это однозначно самый комфортный мотоцикл в своей цене, небо и земля с каким-нибудь BMW 310 GS или KTM 390, то 702 по-прежнему удобный, конечно, но это не преимущество, в этой цене уже есть и другие удобные мотоциклы. Впрочем, у 702 есть немного преимуществ по сравнению с ТРК 502. Например, у моторов 502 и 550 есть небольшая склонность глохнуть на низах. Чем хороши кубатурные китайцы, таких проблем нет, и низы сами по себе достаточно жирные, и глохнуть мотоцикл не пытается. Все неровности работы просто незаметны в большом объеме. Второе преимущество – экран. Да, лично для меня это не принципиально, более того, у ТРК 502 хоть и простой, но удобный экранчик. Но если не придираться к гигантским полям, дисплей у 702 мне понравился. Он без типичной китайской вычурности максимально простой. Мне кажется, ЦА китайских мотоциклов – люди, уставшие бороться с 20-летним байком и жаждущие ощущения нового продукта в целлофане. У ТРК 502 приборка так на 20-летнем уровне и осталась, а вот экран 702 транслирует покупателю ощущение нового современного мотоцикла. Это важно при покупке в салоне, особенно если менеджер смог вызвать эффект фокусировки на цветном экране. Собственно, так многие китайские мотоциклы и автомобили успешно продаются людям, у которых не было техники с цветным экраном, дают иллюзию чего-то более совершенного.
Других фишечек типа квикшифтера или круиз-контроля, которыми можно было бы зацепить, у ТРК 702 нет, но у кого за эти деньги есть. При всей простоте на мотоцикле есть навигация, настоящая, беспроводная, с картой. Работает через приложение Carbit, его же использует Zontes. Wi-Fi точку мотоцикла телефон просто не видел, даже если вручную сид вбить. Менеджеру дилер сказал, что тоже не смог подключиться. Что Wi-Fi не подключался, меня лично не удивило. Вот у вас когда-нибудь зависал экран мотоцикла? Чистая случайность, что это произошло с китайским мотоциклом, не будем такими предвзятыми, да? Вот мы хихикаем над такими вещами, а у них же все примерно такой контроль качества имеет. Еще по дороге вылезла ошибка давления масла. Я сразу остановился, но в неудачном месте. Утрамбованный песочек, думал на центральную подставку поставить, чтобы уровень глянуть, но подставка с правой стороны соскользнула в ямку с мягким песком. Короче, байк прилег. Стоя, без груза и не на асфальт. Идеальные условия. И все равно защита рук сразу лопнула, а выглядела она так, как будто ядерную катастрофу переживет. По классике Бинелли сразу же погнула лапку тормоза. Я еще по 502-му помню, что при каждом падении гнула лапку. Вот эта здоровенная лапка тормоза, для чего она такая? Кстати, выгнул лапку назад просто голой рукой без рычага. Это все, что нужно знать о качестве металла Бинелли, но я и на 502-м все понял. Мы отвлеклись. Масло проверил, уровень в норме, подтеков нет, ошибка сама пропала. Иногда появлялась и пропадала, но я перестал обращать внимание. Раз уж мы заговорили про мотор, вы сразу почувствуете, как долбит крупные вибрации, но это не особо раздражает даже к вечеру. На магистрали быстро, если едешь, так себе, конечно, но жить можно. В этом ценнике у всех плюс-минус похожая история будет, я не хочу опять сравнивать с японцами. Значительно больше бесит, когда пластик резонирует и дребезжит где-то до 3000 оборотов, как раз когда в городском трафике едешь. По традиции спидометр Бинелли врал больше нормы, процентов на 10. По чекам средний расход у меня держался от 5,5 до 6 литров в смешанном режиме. Что даже немного удивило, при всем брутальном виде рычаги сцепления и тормоза легкие, под один палец. Но вот коробка так жестко и невнятно переключает, что наслаждаться не получится. Тормоза и подвеска само собой невнятные. Подвеска вообще любопытно настроена. Она копирует ощущения тур-эндуро типа старых японцев или, например, 800-850 GS. Комфортная валкость на гравийке и так далее. И на простенькой грунтовке действительно ничего не чувствуешь, еще и спицы помогают, но очень быстро это все заканчивается на камнях, потому что ходы коротенькие и деваться некуда. Расплата за удовольствие – Бинелли валки, поэтому на серпантине неинтересный. Собственно, примерно как 800-850 GS, есть понимание, что мотоцикл не для этого. В каких-то условиях эта подвеска будет доставлять удовольствие. Например, на плохом асфальте ТРК довольно комфортен, и многим этого будет достаточно. Но если 800-850 GS действительно могут поглощать камни и ямы, то Бинелли и болтается как тур-эндуро, и на средней неровности уже реагирует жестко. Но для плохого асфальта его достаточно, повторюсь. Настройки подвески как бы есть, но я так и не смог добиться чего-то, что меня бы устроило. Собственно, я думаю, что это ровно та же подвеска, что и на 502X. Во всяком случае, ход вилки и настройки те же, и внешне похожи на то. И такое же разделение амортизаторов на 702 и 702X. На X чисто технически более продвинутый амортизатор с отдельным резервуаром, как и на 502X. Я все понял про эту подвеску и на ТРК 502X, поэтому на бездорожье не ездил совсем. На паре простеньких грунтовых дорожек был, но это не считается. Я надеюсь, зрителям моего канала не стоит объяснять, что с ходом вилки 140 мм невозможно сделать мотоцикл для серьезного бездорожья. Тем более есть древнее проклятие QJ. Дело в том, что все адвенчеры QJ, Motra и Бинелли карикатурно тяжелые. Тут есть китайское лукавство. На многих сайтах указано, что 702 и 702X весят 235 килограммов, что делает их тяжелыми, но я бы и этому весу не доверял. У Бинелли на всех сайтах полный рандом в данных, отличающийся от страны к стране. Когда я столкнулся с той же проблемой у ТРК 502 и сам все попытался промерить, оказалось, что самые точные данные в инструкции. Плюс спецификация в инструкции подробнее, там больше точных данных, включая расход и эмиссию СО2. Нормальный человек просто так эмиссию СО2 не укажет. Публиковать это значение требует стандарт Евро 5.
Инструкция – это все-таки документ, прилагаемый к мотоциклу, а сайт – реклама. Почему так, мне в общем понятно. Китайцы сначала заявляют свои вымышленные данные, а в европейские инструкции попадают измерения после сертификации мотоцикла в Евросоюзе. Верить в 244 килограмма на сайтах Германии или Австрии, либо верить в 235 килограммов на российском сайте, каждый пусть решает сам. На двушечку мысль продолжать не буду, но если верить в немецкую точность, а по моим ощущениям это больше похоже на правду, дальше можно особо не аргументировать, зная, что почти все адвенчеры 1200 класса актуального поколения легче, чем ТРК 702X. Причем у него в базе ни дуг, ни защиты картера, на который можно было бы сослаться, нет. Он действительно ощущается одним из самых тяжелых адвенчеров на рынке среди всех кубатур. Даже не вздумайте его покупать для намеков на бездорожье. Самая большая обманка с версией на литых дисках. Там тоже довольно плавная подвеска, которая внушает ощущение, что мотоцикл что-то может. Подавляющее большинство адвенчеров имеют два типа узоров литых дисков. Другие варианты используют производители, которые ничего не понимают в классе. Просто оптимальные формы дисков давно рассчитали, чтобы они были жесткими на поворотах и выдерживали удары. Исключения в формах лучей на дисках бывают, но они, как правило, являются вариацией на тему. К литым дискам ТРК 702 у меня доверия нет, думаю, в них есть потенциально слабые места. А учитывая усугубляющий ситуацию чудовищный вес мотоцикла, я бы не рискнул на таком байке по камням скакать. Главное, за что можно похвалить мотоцикл – хороший комфорт. Но на ТРК 502 вы получите ровно то же самое. Руль высокий, зеркала нормальной формы, поэтому обзорность царская. Добиться такого на большинстве мотоциклов можно только с проставками руля, а здесь в стоке отлично. Мне нравится эргономика на Бинелли. Для эндуро не очень подходит, не буду вдаваться, но с точки зрения туринга прекрасно, особенно для высоких. Это в принципе мотоцикл скорее для высоких людей. X совсем высокий, даже со средним ростом с байком будете бороться. Лучше уж возьмите литую версию, которая хотя бы по седлу ниже. Но в уме держите, что из-за широкого седла и чудовищного веса вариант на литье тоже далеко не для каждого. За пару дней привык к мотоциклу и уже начало казаться, что возможно наговариваю на китайцев. А потом сел сразу после теста на NC старого поколения, который еще с посредственной подвеской и не такой острый, как нынешний. После Бинелли это вершина управляемости, он поворачивает, наклоняется, все четко. А на следующий день сел на Tiger 850 и совсем в космос улетел по качеству ощущений от всего. Я понимаю, что Тигр в 2 раза дороже, я не предлагаю выбрать его вместо Бинелли, но уверен, что многие покупатели ТРК 702 думают, что обманули систему, взяв по дешевке хороший среднекубатурник. На мой взгляд, разница цены в 2 раза оправдана, даже если допустить, что Бинелли совсем ломаться не будет. Помните затравочку из начала ролика? ТРК 702 на 30% дороже, чем 502. И для меня однозначно ТРК 502 лучше по соотношению цены и качества. Хорошая фраза, чтобы выхватить ее из контекста. Однако CF Moto 650 MT в Испании стоит ровно столько же, сколько ТРК 502, но при этом он лучше ТРК 702. Вот такая математика. В России не все так однозначно. 650 MT по цене стоит между ТРК 502 и 702, но это в любом случае прямой конкурент 702. Вынося за скобки БУ японцев, выбираю между ТРК 702 и 650 MT, даже если бы они стоили одинаково, я однозначно за CF Moto. У 650 MT правильно настроен двигатель, из-за чего и полка момента хорошая, и нет этой заторможенности, он ощущается бодрее на тех же оборотах, хотя по пиковым цифрам этого не видно. У него нормальная современная коробка. Геометрия и подвеска настроены для четкой рулежки, это значительное преимущество, и CF Moto драматически легче. Однако стоит понимать, что архаичность и резиновость Бинелли это скорее не минус, а особенность. Я транслирую свое мнение, а вам возможно нравится ретро-шарм, скажем, который есть на мотоциклах Moto Guzzi. У Бинелли он тоже есть, просто в менее изящной форме, но мотоцикл и стоит дешевле. Возможно, вы готовы променять четкость управления на старомодные ощущения. Это тоже позиция, имеющая право на существование. Харлей же покупают, хотя управляемость у них не выдающаяся. Спасибо бустерам и патронам. Только благодаря вам.